Эту серию мы сняли с минимальным бюджетом. Да, буквально это была еда и проезд, да, дорога. Да, никакой дорогой студии, вещи, были договоренности, правда, с дизайнерами, это все было бесплатно за фото, и как бы мы не понесли никаких затрат. Наверное, да. Сегодня мы расскажем, как мы делали съемку, как мы снимаем подобные эдиториалы, и расскажем, как это сделать с минимальным бюджетом. Меня зовут Светлана, я фэшн-фотограф, и фотографию я пришла не совсем классическим путем. Мы учились с Оксаной на дизайнеров одежды, и потом впоследствии создали свой бренд, который просуществовал, наверное, лет 15, да? Да. Вот. Меня зовут Оксана, я сейчас стилист, хотя в прошлом я была дизайнером одежды. Тоже похожая история, когда наши съемки приходилось стилизовать самим, и не хватало немножко вот этих других знаний, да, которые очень сильно отличаются мышление дизайнера и мышление стилиста. И я думаю, что очень многие, кто с этим сталкивался, об этом в курсе. Вот. И я решила просто пройти обучение на стилиста, именно на фэшн-стилиста, хотя и персональный стайлинг я тоже закончила. И потом мы просто-напросто начали стилизовать свои съемки уже профессионально сами. И сейчас моя профессия – это стилист в основном. Так что мы обе прошли этот путь. Мы тоже снимали с минимальными бюджетами, совсем маленькими. И сегодня в конце видео мы расскажем вам об одной ошибке, которую делают и начинающие фотографы, и не только фотографы. Это то, что убивает результат съемки еще до съемки. Давай с мифов начнем. Начнем с мифов, потому что они часто очень останавливают людей начать что-то вообще снимать. Да. Миф первый. Нужна дорогая студия. На самом деле это не так. Вы можете обойтись и без студии, можно снимать на улице, можно снимать и у себя дома. Да? Вам нужно для этого совсем немножко иметь базовое оборудование, одну вспышку. Да? Ее даже можно взять в аренду, на самом деле, под съемку вашу. Это фон, можно бумажный, можно просто натянуть кусок ткани, создать какой-то реквизит, то, что в ваших силах. Поэтому это совершенно не обязательно. Или белая стена. Или белая стена, в конце концов, да. Миф второй – это у нас, скорее всего, Миф второй – это дорогая одежда. Да. Нет, не обязательно, конечно, одежду можно брать и в стоках, и, господи, да в секондах можно. И это могут быть какие-то даже масс-маркет, это может быть… Взять и сдать. Ну, это… Такая фишка. Вот, специфика, конечно, работы. Это может быть даже бабушкино платье. Это, да, все что угодно. Те же аксессуары можно брать на каких-то там блошиных рынках или каких-то рынках, которые там, допустим, какие-то старые вещи продают, да. Вообще, на самом деле, вот это вот подбор вещей, да, он настолько очень интересный, да, и для стилиста, как для стилиста. На самом деле стилист может эту вещь найти и увидеть да где угодно. Опять же, места могут быть разные. Барахолки. Ну и дизайнеры, конечно, никто не отменял наших дизайнеров. Да, если есть в вашем городе какие-нибудь бренды или дизайнеры существуют, да, попробуйте, конечно же, наладить с ними контакты, поработать. И, естественно, опять же, никто не отменял, если у вас есть какой-то вариант швеи-надобницы, которая вам может сделать какую-то вещь, которую вы там запланировали себе для чего-то, как-то хотите. Опять-таки, чтоб недорого. Да, недорого. Ну, опять же, надомница, это не ателье, опять же, которая будет брать хорошие деньги. Вот. Это тоже вариант. Поэтому не обязательно это должны быть какие-то хорошие дорогие бренды. Да, и миф третий. Еще хотела вот сказать, что можно, допустим, с дешевых вещей сделать классную, крутую съемку, а можно, допустим, с брендовых дорогих вещей просто сделать скучную картинку. Да, это да. Еще третий миф у нас модель. Модель, да. Модель, смотрите, да, модель, конечно, это хорошо, профессиональная, само собой, да. Но в принципе любая девушка каким-то красивой внешности может подойти, да. Да. Самое главное в ней это фотогеничность.
хорошо, чтобы она И, чувствовала наверное, себя. да. Чувство, Она да. должна хорошо себя чувствовать в кадре, она должна вам передавать вот это ваше настроение съемки, Да. вот это, что вы задумали, конечно. Это никто не отменял просто девчонок каких-то красивых. Да. Ну, опять же, вот скажи про модельные агентства, которые... Модельные агентства работают со съемками, работают с фотографами, это всем известно. Тут самое главное, как вы преподнесете свою съемку. Опять же, это тоже как правильно организовывать съемку. Да, это важно. Но вы можете попробовать. Если у вас в городе есть модельное агентство, конечно же, стоит написать и стоит попробовать с ним еще поработать. хотела сказать, что даже если нет этого модельного агентства в городе, то ближайшие города или там, допустим, какие-то областные центры, там модель может обязательно будет Да. модельное агентство какое-то, да, и модель вполне, если ей зайдет какая-то там ваша идея, съемочка, которую вы там хотите организовать, она может приехать специально как раз Да, к вам. да. на съемку. Мы, наверное, сделаем отдельное видео про работу с модельными агентствами, да, Да, там специфика расскажем, как с ними работать, как с ними наладить контакт. Вот, но это в отдельном видео. Да. Давай поговорим про свет. Ну, это первое, о чем спрашивают. Все говорят окно. Снимаю Да. окна. Да. Когда нет ничего, снимаю окна. Я на самом деле не совсем за окно. Почему? Почему? Потому что у тебя есть окно. Во-первых, ты можешь иметь маленькое окно. Хорошо, если ты имеешь большое окно. А у тебя может быть там в квартире маленькое окно, или давай просто окно. Например, пасмурный день, и тут выглядывает солнце, а у тебя съемка в самом разгаре. Дальше. Ты планируешь, как правило, съемку за неделю, за две, может быть, даже больше. Собираешь команду, у тебя приезжает визажист, стилист, там модель, и ты рассчитываешь на определенный свет, а у тебя он совершенно другой. Погода так сложилась, да. Это не совсем контролируемая история просто. Поэтому окно как вариант, конечно же, если нет ничего другого, но я больше за контроль. Какой тогда выход? Выход. У тебя всегда, конечно, должен быть хотя бы отражатель. Это минимально. Да, это не такая затратная прям история. Господи, я снимала, например, помню съемку, которую мы снимали с одним отражателем и фонариком. На самом деле, да, было такое. И поэтому это минимум, да, который должен быть. Хотя бы, чтобы какой-то контроль присутствовал. Если у тебя все пошло не так, то ты можешь выйти из положения. Поэтому вспышка – это следующий шаг, все по мере нарастания бюджета. Да. Поэтому вспышка – это следующий шаг. Конечно, желательно ее иметь, чтобы иметь больше контроля. Давай поговорим про локацию. Где снимать все-таки? Снимать можно дома, но правильно. Нужно убрать все лишнее. Не просто поставить модель у стены. Нужно убрать все лишнее, повесить какой-то фон. Либо это просто ткань какая-то, либо то, что вы там придумали себе. Вот. Можно улица. Улица, да. Да, улица, но лучше, конечно, это утреннее время, когда мало людей, либо вечернее, там хороший свет. Вот. По поводу... Локации можно искать, наверное, же везде, да? То есть да, в это городе... любой город, любая локация, которая вам подходит. Вот. Если нет запрета. Если нет запрета. Бывает запрет. Да, это могут быть даже какие-то заброшки, очень много в маленьких городах, Да. особенно их, но в заброшку, честно, не рекомендую идти без ассистента и вообще без команды, потому что Ну это будет и очень сложно. надо ее изучить заранее, конечно. Да, любую локацию лучше, конечно, изучать, если это, конечно, не ваша квартира, потому что там, я думаю, изучать ничего не Да, стоит. или же кафе. Кафе, шоурумы, шоурумы. магазины, все, что вам подходит, вы можете смело идти и договариваться. Я думаю, за фотографии многие согласятся. Ну, есть такие места, которые просто соглашаются спокойно, да, чтобы у них на территории это все снимали. Опять же, какие-то парки в городе, это могут быть какие-то даже места не очень людные, да, к примеру, в каждом городе есть какие-нибудь... Можете выехать на природу. Да, поля. Это вообще без проблем. За город. Да, там никаких ограничений. Вообще. Локацию, допустим, наверное, можно сказать даже, что минимальные затраты будут, скорее всего, на выездной локации. Да, единственное, вам, конечно, потребуется потратить деньги на дорогу, как-то доставить вашу команду на локацию и вернуть обратно. Ну, как-то так. Ладно, мы обещали рассказать об одной ошибке. Вот. И давай расскажем. Как вы думаете, что это? Все думают, что нужно накопить огромный бюджет, купить оборудование, арендовать студию, чтобы снять что-то красивое и хорошее.
Но на самом деле не так. На самом деле это главное. Бюджет никогда не был главной. Нет, это не главное. На самом деле главное это то, что вы хотите снять. А ваша идея, какую историю вы хотите рассказать этой съемкой. И она должна быть очень сильной, эта история. То есть это не должно быть банальной какой-то историей. Вы должны создать свою уникальную историю. И над этим нужно работать. И это занимает некий какой-то такой процесс подготовки, длительный, ну как длительный, не длительный. У кого-то это длительный, у кого-то это не очень длительный. Но на самом деле это такой углубленный процесс подготовки. Это мы не говорим о том, как, где найти одежду, или где какое взять оборудование. То есть это не та подготовка. Это подготовка, скажем так, интеллектуальная. Да, это скорее всего про то, что вы хотели сказать этой съемкой. То есть вы создаете какой-то продукт, у вас как что-то такое арт, какой-то дирекшн, да? Да, это арт-дирекшн, и по сути. Вы должны понимать, что вы хотите рассказать этой съемкой. Конечно. Это самое главное, это ваша идея, которую должны прочитать те, кто будет смотреть. С помощью вашего визуала, который Конечно, получится. Конечно, да. Это самое главное. Вот, по сути, это весь, наверное, секрет. Но, опять же, это звучит вроде как так просто, идею, всего лишь придумать идею, и там я посмотрю какие-нибудь журнальчики, Pinterest и возьму Да, это тоже идею. важно, насмотренность. Ни в коем случае не копировать, нужно придумать что-то, создать свое, углубиться, написать текст, как это все выглядит, о чем это все. И потом уже, естественно, с этой всей истории должен выплыть образ какой-то. И этот образ должен потом, впоследствии, когда у вас уже будет продукт готовый, да, этот образ должны считывать все. Кто это будет видеть, они должны этот образ читать. И это важно. Но это насмотренность прежде всего, конечно, чтобы это было актуально. И не совсем тема, идея актуальна, но это тоже. Это вопрос арт-дирекшена, и плюс это, наверное, все-таки работа стилиста больше, да, когда у вас организовываете съемку, позаботьтесь о том, если вы, конечно, не стилист, позаботьтесь о том, чтобы в вашей команде был классный стилист. Да. Либо, наверное, можно даже нанять его удаленно. Есть такая функция. Есть функция такая, да. Мы об этом тоже как-нибудь расскажем. Да, я расскажу. Есть такая функция. Не обязательно, если у вас вдруг нет в городе, на месте стилиста, или вы живете в маленьком городе, где их вообще не существует, вы можете поработать такой схемой. Да, это вполне реально. Если коротко, не так решает студия, не решают вопрос дорогие бренды, на самом деле решает идея и то, что вы уже начали что-то делать. Напишите в комментариях, нам будет очень интересно, из какого вы города и что вам мешает работать вот сейчас, на данный момент. А в следующем видео мы разберем работу с модельными агентствами на ТФП. Разберем бесплатно, разберем, как начать с ними работать, как им написать, ну и так далее.